Конь Боджек, сказка о потерянном счастье, или почему для того, чтобы все стало лучше. Меня зовут аналоговая веб-панк Жаба, мне 30 лет, и я понятия не имею, как жить эту жизнь. Конь Боджек — это самое миллениальское произведение, созданное миллениалами для миллениалов. Вы, конечно, можете возразить: «Йоу, там же нет ни одного сюжета про печенько». Простите? Ключевое отличие миллениальских произведений — их эгоцентричная документалистика пиздеца. Герои, а через них и авторы, не столько ищут выход, сколько тщательно, почти любовно препарируют свои страдания. В нашей стране таким примером может служить «Левиафан», у вестернов же, в свою очередь, есть «Конь Боджек». Такие произведения никого не учат и никого не лечат, они просто фиксируют реальность, пусть гиперболизированную, абсурдную, пропитанную черным юмором, но до дрожи узнаваемую. Мне необходимо растянуть ролик до 10 минут, поэтому я позволю себе... 30 секунд или 1 минуту маленькую историческую справку. Да. История коня Боджека началась в 2010 году, когда Рафаэль Боб Ваксберг увидел скетч антропоморфных животных у своей старой знакомой, художницы Лизы Хенволд. «У меня есть идея про депрессивно говорящего коня». Из этой штуки постепенно вырос сериал. Правда, изначально концепция была еще более мрачной и циничной. Осенью 2013 года Боб Ваксберг представил проект Netflix. Уже 22 августа 2014 года вышел первый сезон. Критики сначала окрестили пилот странной комедией про животных, но после выхода сезона сместили фокус на наличие глубокой истории о славе, одиночестве и саморазрушении. Сериал быстро стал одним из самых важных анимационных проектов своего времени, ключевым кирпичиком фундамента Netflix Original и первым по-настоящему взрослым анимационным хитом платформы. Завоевал огромное количество наград и собрал 4 миллиона аудиторий на рынке в США. Трудно сказать, что именно сделало Боджека таким культовым. Здесь сошли сразу несколько вещей. И крошечный на тот момент рынок взрослой анимации, нарастающий тренд на разговоры о психическом здоровье и глубокая проработанность деталей сериала, которая не может не восхищать при внимательном просмотре. Боджек по своей структуре не ситком. У него есть большая сквозная история, в которой ничего не забывается. Девушка, которая когда-то споткнулась о провода, будет периодически появляться на протяжении всех 6 сезонов. Или, например, нам никто не говорит, что Боджек — это отец Штокрозы. Тодафон, оставьте сообщение Тодо. Тест положительный. Нам лишь сообщают, что он является ее родственником. Сериал уважает своего зрителя. Это особенно заметно в структуре сезонов. Ключевые события, которых ты ждал весь сезон, почти никогда не происходят в финальной серии. Они случаются в предпоследней, а последняя серия дает тебе и персонажам время отреагировать, переварить и выйти на следующий сезон без ощущения обрыва истории. А еще, благодаря своей анимационной форме, в Боджеке возможны совершенно безумные экспериментальные шедевры, как полностью безмолвную серию «Под водой», жесткое и пронзительное путешествие в подсознании матери Боджека, психоделический наркотический трип, настоящий детективный нуар и, конечно, серию, в которой Дайен постепенно приходит к идее написать детский детективный роман. Отдельная моя любовь — это серия «Похорон». Несмотря на то, что примерно с первых минут понимаешь, каким будет панчлайн, оторваться от просмотра невозможно. Это одна из самых тяжелых, красивых и мастерски сделанных серий во всем сериале. Зумеры и подрастающий Альфа думают, что мы рыкаем над огурчиком Риком, но никто, абсолютно никто не шутит, как сериал «Конь Боджек». Прежде чем мы пойдем дальше, давайте быстро пробежимся по персонажам. На первый взгляд, Конь Боджек — это солянка человеческих пороков в шкурах антропоморфных животных. Но, по сути, это история о сломленных людях, которые отчаянно ищут счастья, которого, как сами считают, они не заслужили. Принцесса Кэролин как агент довольно сомнительный, менеджер она так себе. Пишите в комментариях, если знаете разницу. Всю жизнь пыталась выбиться из грязи в князи и оставить след в истории. Только вот как ее фамильная реликвия, ее воображаемое будущее — это дешевая побрякушка. Но настоящим продюсером слэш-профессионалом Кэролин становится только после того, как становится матерью, потому что в конечном счете это одно и то же. Заботиться о своих детях, даже если они спиваются, делают аборты и не уважают тебя. Феминистки в ужасе от такого тейка и вызывают на меня полицию. После пыток в отделении я подписываю признательные показания, на спермобаке уезжаю в тюрьму, в которой не ловит Твиттер. Мистер Подхвост, как и положено настоящей собаке, любит играть, веселиться и жить моментом. Замечать, что происходит вокруг и внутри себя, это удел слишком серьезных людей. Его безграничная открытость к новым приключениям позволяет ему легко выкручиваться из любых передряг и невзгод. Но даже голден-ретриверы плачут, когда в бесконечной погоне за собственным хвостом осознают, что его невозможно догнать. Тот
Чавес же единственный отказался превращать боль и травмы в основу своей идентичности, поэтому свободен от бесконечной рефлексии и саморазрушения, в котором тонут все остальные герои. Однако эта свобода имеет высокую цену. Тот обречен существовать в тихой, улыбчивой пустоте, где нет места настоящей боли. Сара Лин, в свою очередь, не нашла внутри себя ничего, кроме эха чужих ожиданий. В таком случае остается только путь возмущения, ненависти к себе и саморазрушения. Она настолько никогда не была самостоятельной, что даже ее собственная смерть стала финальным проколом чужой безответственности. Дайен первые пару сезонов кажется довольно функциональным персонажем. Она выглядит моральным компасом сериала, единственным адекватным зрителем в окружающем цирке. Но чем дальше, тем яснее. Она сама глубоко несчастна, считает себя умнее всех, но при этом постоянно сомневается в собственной ценности, слишком умная для простых людей, слишком неуверенная для привилегированных мира сего. Из-за этого ее жизнь превращается в бесконечную попытку доказать что-то окружающим и самой себе. Она бесконечно берет на себя роль спасателя в созависимых отношениях, будь то сверхэмоционально открытый, но отказывающийся меняться Боджек, либо же вечно веселый, но при этом не требующих изменений мистер Подхвост. Ее роль окончательно разбивается с парень. По-мужицки простой и открытый партнер, которого не надо спасать. Он первый, кто сам печется о Дайен. Когда спасать больше некого, становится очевидно, что тонет она сама. Желание написать взрослую книгу с ответами для всех-всех нуждающихся неожиданно приводит ее к детскому детективу, в котором ответы находит она сама. Как подчеркивает принцесса Кэролин, будущим Дайен не нужна бесконечная рефлексия. Им нужна ролевая модель. В итоге все персонажи Боджека изначально ищут счастье не там. Кэролин в достижениях, Дайен в спасении других, Подхвост в бесконечном движении, Сара Лин в затянувшемся подростковом бунте. Сегодня вокруг терапевтированных складывается странная идея, будто счастье — это базовая прошивка человека. А если тебе плохо, значит где-то произошел системный сбой. Дисклеймер: я дипломированный экономист с магистерской степенью, который ни дня не проработал по своему профильному образованию. Я 6 лет занимался видеопроизводством. Я не психолог. Но мне кажется, что теория о базовом счастье — это выдумка европейской цивилизации, существовавшей век в условиях капиталистических излишеств. Если проследить весь путь человечества как вида, то окажется, что наш мозг гораздо лучше заточен замечать опасности, чем наслаждаться безопасностью. Мы не приспособлены жить, как древние греки на гравюрах. В большинстве мест, где мы обитаем, нет климата, идеально подходящего для великого балдежа. Мы существуем в рамках испытывающей кризис идеи, но единственно доступной и функциональной экономика социальной модели, где не можем иметь равных стартовых условий и сглаженной медианы справедливости. Нам все так же ежедневно приходится выживать. Просто тигр, который в любой момент может заглянуть к нам в пещеру, сменился на ипотечный платеж. Быть грустным, разочарованным в себе и потерянным — это, возможно, наша базовая настройка. А счастье — эмоция профицитная. Конь Боджек действительно миллениальское произведение, которое говорит тебе: с тобой все нормально, жизнь — полное дерьмо, безусловно. Но, несмотря ни на что, тебе ее жить. И чем быстрее ты смиришься с тем, чего изменить не в состоянии, тем быстрее поймешь, что все не так уж и плохо. Оказывается, все просто норм. Мы зачастую участвуем в гонке, призом в которой становятся оторванные от реальности выдуманные концепции. Хотя настоящее умиротворение приходит тогда, когда принимаешь себя и перестаешь винить всех вокруг, потому что, как мы помним, во всех своих В бедах виноват только ты. Не выпивка, не наркота, не то дерьмо, которое с тобой приключилось на работе или в детстве. А ты! счастье не в поиске смысла, а счастье в том, чтобы занимать себя всякой ерундой, пока однажды не сдохнешь. Мне кажется, все 6 сезонов Боджека пытаются ответить на один вопрос: а что если счастье вообще не является естественным состоянием человека? Что если счастье не пункт назначения, а короткая передышка между стрессами и ужасами, происходящими вокруг нашей жизни? Возможно, главная ошибка — считать счастье целью. Боджек предлагает другой подход: перестать спрашивать, почему ты несчастлив, и начать спрашивать, что именно делает тебя несчастливым. Потому что счастье может оказаться редким гостем, а вот страдания часто имеют вполне конкретный адрес. В этом и есть Боджек. Он, как бы странно это ни звучало, самый трезвый персонаж сериала. Да, эгоцентричный нигилист, но при этом человек, тонко чувствующий фальшь и несправедливость мира. При этом почувствовать фальшь внутри себя он отказывается. Например, весь его актерский путь — это всего лишь удачно подвернувшаяся возможность оправдаться перед матерью. Именно это роднит его с Сарой Лин. Вся его жизнь мотивирована одной амбицией — оправдать чужие ожидания. Отсюда и его неспособность добровольно взять на себя ответственность за смерть Сары Лин. Признать ее значит признать собственную несостоятельность. Проблема в том, что Боджек, несмотря на весь свой прожженный цинизм, желает гореть самой яркой звездой.
но, собирая вокруг себя других людей, на самом деле уже давно сколлапсировал в черную дыру и утягивает в себя любого, кто считает его притягательным. Мне нравится думать, что в предпоследней серии Боджек умирает, потому что смерть в этом случае становится последним актом его сепарации. И да, я знаю, что создатели это опровергли, но они сами разрешили мне фантазировать на эту тему. Впервые в жизни Боджек перестает быть главным героем чужих историй. Весь сериал он пытался заставить мир вращаться вокруг своей боли, а в финале наслаждается мыслью о том, что все прекрасно вертится и без него. «Конь Боджек» — сериал про ответственность за свое собственное несчастье. В 2019 году стало известно, что Netflix решил закрыть сериал. По факту, главной причиной закрытия является бизнес-модель стримингов. С каждым новым сезоном хита производство этого хита дорожает, и платформе выгоднее запускать новые проекты. Благо, создатели успели закончить историю так, как планировали. Правда, финальный сезон увеличили за счет того, что объединили 2 сезона в один. И 31 января 2020 года «Конь Боджек» официально завершился. Это ли не славный конец? Как прошел твой день? Хорошо. Да? Да. Чудесный был день.